войне с Украиной Россия потеряла 3500 танков, пишет британская разведка. Из-за высоких потерь российской армии приходится использовать устаревшую и плохо обслуживаемую технику советских времен, говорится в докладе. С вами Нехта. Самые важные и интересные новости на этот час. ФСБ повесила громкое убийство российского генерала на мигранта. Война Израиля с Хамас как никогда близка к завершению. Алаудинов профессор, а Кадыров журналист. За что тиктокеры получают новое звание? Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Атака беспилотников на Ростов. Местные телеграм-каналы публикуют видео с камер наблюдения, на которых слышны 3 взрыва. Информации о последствиях нет, но, как пишут местные, взрывалась в районе завода «Ростсельмаш», где ремонтируют военную технику. Позже Минобороны РФ отрапортовала о 4 сбитых украинских беспилотниках над 3 российскими областями. 2 дрона были сбиты над Белгородской и по 1 над Брянской и Курской областью. О Ростове ни слова. Как и о Воронеже. На границе с Украиной тоже были взрывы. Бах, есть, Господи, да что ж такое? В Московской области задержали предполагаемых убийц высокопоставленного российского генерала Кириллова. Один из них – гражданин Узбекистана. Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Следственный комитет утверждает, что подозреваемые сообщили о том, что их завербовали украинские спецслужбы. Якобы обещали $100 000 и паспорт Евросоюза. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. Для наблюдения за местом проживания военнослужащего он арендовал автомобиль каршеринга, в котором установил видеокамеру. Съемка с нее транслировалась организатором теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие. Как ранее сообщала Нехта, начальник войск химзащиты Игорь Кириллов и его помощник были ликвидированы накануне утром в Москве. Взрывное устройство заложили в самокате, который припарковали у подъезда дома. Впервые ситуацию прокомментировали в Кремле. Теракт есть теракт. И, разумеется, мы знаем, кто является заказчиком. И мы боремся с этими заказчиками. Представитель МИД РФ Захарова накануне вопрошала в своем телеграме, где реакция мировой общественности на убийство Кириллова. Якобы никто не комментировал его, но Госдеп США сообщил, они были не в курсе. У меня нет оценки. Это не то, во что мы были вовлечены. Очевидно, что это был генерал, который был причастен к ряду преступлений. Он был причастен к использованию химического оружия против украинских военных. Это то, что Соединенные Штаты публично оценивали ранее, что российские военные под его командованием использовали спецсредства в нарушении норм. Кириллов был одним из самых публичных российских генералов. Он регулярно давал брифинги, где рассказывал о невероятных разработках американских биолабораторий в Украине, боевых комарах, клещах и птицах, которые разносят вирусы исключительно для славян. Политолог Дмитрий Орешкин недоумевает, почему у такого важного человека не было охраны, и раскрывает причины такого быстрого задержания подозреваемого. Я не знаю, на самом деле, насколько близок и насколько действительно виноват этот гражданин, потому что понятно, что есть интересы у спецслужб, которым надо представить начальству отчет о проделанной работе, успешно завершенном следствии и так далее. Не в первый раз такое мы наблюдаем. Трудно пока судить, насколько это правдоподобно. Война и идеология войны разогревает ненависть, остервенение, поиск виноватых, желание кому-то порвать пасть. Но здесь далеко ходить не надо. Вот они, мигранты. Около 4 миллионов человек. Кто-то из них совершает преступления, кто-то из них преступен хотя бы тем, что занимает чужие рабочие места. Хотя мало кто хотел бы работать мусорщиком из коренного населения. Так или иначе, очень удобно свалить это все на каких-то врагов. Проверенная
многолетним советским опытом экспертизы. Крупнейшее задержание российских шпионов. СБУ раскрыла сеть из 12 человек, которые собирали данные о военных самолетах F-16 для российской разведки. Среди задержанных дезертиры и даже один военнослужащий ВСУ пророссийских взглядов. Работали в 5 областях Украины, включая Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую. Преступники собирали информацию о военных аэродромах, местах дислокации войск и объектов. Действия задержанных квалифицировали как госизмену. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за 2 статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина 2 статті 114 прим. 2 несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Зловмисникам загрожує від 8 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Количество боестолкновений выросло втрое. Россияне активно атакуют в Курской области. Об этом сообщает главком ВСУ Александр Сырский. Отметил, что оккупанты усилили наступление на 3 направлениях Донецкой области и пытаются вытеснить украинские войска из Курской. Третю добу противник проводит интенсивные наступальные дії на території Курської області. Активно засовують підрозділи армії Північної Кореї. Північно-корейські найманці вже зазнали великих втрат. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Временському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху немає. Напомню, что Украина начала неожиданное вторжение в Курскую область России в начале августа. По оценкам западных аналитиков, с тех пор она потеряла более 40% территории, которую контролировала. Впрочем, с этим согласны не все. Несмотря на заявления западных таблоидов о том, что силы обороны Украины потеряли чуть ли не 50% территорий, контролируемых в Курской области, речь идет о том, что на данный момент под контролем вооруженных сил Украины порядка 600 квадратных километров. Это значительные площади территорий страны-оккупанта. И основное, что мы должны понимать, силы обороны Украины, кроме маневренного характера обороны, опираются на инженерно-фортификационные сооружения российской армии, которые были построены, соответственно, за счет государственного, то есть федерального бюджета и местного. На строительство данных инженерно-фортификационных сооружений было потрачено порядка $200 миллионов. Это своеобразные линии Суровикина, но уже в Курской области. И поэтому говорить о том, что оккупантам удастся прорвать данные инженерно-фортификационные сооружения, которые, кстати, были захвачены в результате блестящего украинского наступления в течение ближайшего времени, это давать, скажем так, необоснованные надежды российской стороне. Мирное решение близко как никогда. Война в Газе может вот-вот закончиться, пишет BBC со ссылкой на свои источники. В последние недели США, Катар и Египет возобновили свои посреднические усилия. Стороны считают, что есть шанс договориться в самое ближайшее время. Напомню, война между Израилем и Хамас продолжается больше года с момента нападения боевиков на израильские поселения 7 октября 2023 года. В плену у террористов находятся около 100 человек. Большинство заложников, они не находятся в живых или они еще не найдены. И поэтому сделка откладывалась, но не только поэтому. Я говорил уже об этом, о том, что нашему главе правительства, который находится в уголовном процессе, продолжение войны было на руку. Израиль, между тем, продолжает боевые действия на севере Газы в районе Джебалии, в которой были уничтожены более 1000 террористов. За последние 60 дней погибли ребята, в том числе вчера погибли офицер и боец на юге Газы. Боевые действия продолжаются. Дело в том, что, скорее всего, вот эти заложники, которые находятся там, 100 человек, напомню, живые и мертвые, многие из них Хамас даже не знает, где они находятся.
НАТО к Украине ближе, чем кажется. Премьер Польши Дональд Туск заявил о безусловной поддержке Украины. Поделился планами о скором открытии нового пограничного перехода и о новом пакете военной помощи для Киева в сотни миллионов евро. Туск встретился с президентом Украины во Львове, заверил Зеленского, что Польша во время своего председательства в ЕС будет действовать исключительно в интересах Украины. Украина zawsze mogła liczyć na polskie wsparcie, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, когда речь шла о членстве в НАТО. Здесь ничего не меняется. Если бы все зависело от Польши, это не продлилось бы больше дня. Вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия. Мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО становилась все более реальной. И мы понимаем, что это нелегкий путь. Поток награды, благодарностей на Кадырова и его соратников не перестает удивлять. Аптия Алаудинов стал почетным профессором одного из университетов Курска. Наверное, за то, что доблестно отсиживался в кустах со своими тиктокерами, пока ВСУ заходили вглубь области. Ректор вуза Сергей Емельянов лично вручил главарю чеченского спецназа профессорскую мантию, шапочку-банет и удостоверение. Алаудинов пообещал внести вклад в патриотическое воспитание студентов. Этой территории противник действительно остановлен, и дальше он не продвинулся. Кажется, звание профессора упало ниже некуда. На очереди и докторская диссертация. Алаудинов уже, как оказалось, кандидат наук, наступает на пятки своему хозяину. Кадыров, напомню, доктор экономических наук, а еще у него медаль за вклад в развитие ядерной физики. Ну и глава Чечни в этот день без наград не остался. Ему вручили премию «Золотое перо». Так называемую журналистскую награду придумали в самой Чечне и вручали пропагандистам за то, что пропагандируют правду, ну и Кадырову заодно. За создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации и всемирную поддержку журналистского сообщества дипломом Международной премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, награждается глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Как думаете, почему Кадыров и Алаудинов так любят красоваться с различными медалями и званиями? Напишите в комментариях. Я же напомню, что ситуация со свободой слова в республике на самом низком уровне. Один из самых страшных случаев произошел в минувшем году летом. Журналистку Елену Милашину, которая приехала делать репортаж о суде над матерью чеченского оппозиционера, неизвестное жестоко избили и пытали. В Беларуси задержали еще одного гражданина Японии, подтвердили власти страны. Ранее СМИ и сообщество железнодорожников Беларуси писали о задержании японского гражданина за фото или видео эстакады над железной дорогой в Гомельской области. Напомню, что Беларусь представляет в последнее время опасность для иностранцев. Там несколько раз их задерживали. Граждане других стран становились главными героями пропагандистских фильмов о шпионах. Японская разведка. Звучит необычно, но факт. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!